прокачу по Сахалину. Короче, мы высадились на маяк этот Анива. Мне на башку. Я сейчас перепугался, когда увидел человеческое лицо там. Вы пират? Это да. Это правильно. Как он узнал, что я на самолет? Он сказал приятного полета. У меня что, по глазам написано, что я на самолет? Что, я летчик, что ли? Ну он понял, что ты напуган, от тебя страхом пахнет. Вот я купил, смотри, фастфуд набор. Фастфуд. А тут без лука, да, без соуса? Да, без лука. Пойдемте быстрее, ребята, фаст. Итак, уважаемые зрители, пристегните ремни. Судари вылетают на остров Сахалин за 9000 километров от Москвы, чтобы увидеть своими глазами маяк Анива, который считается одним из самых труднодоступных в мире. Сереж, ты когда на борт зашел, надо было сказать, ну что, ребята, потусуемся? Ни много ни мало ребятам предстояло выстрадать 8-часовой перелет. В общем, мы только вылетели, 8 часов полета. Мы сидим с Алексеем около 4 туалетов. 2 вот тут, 2 по бокам. И отсюда пахнет как будто гречка с тушенкой. Но есть сомнения. И есть сомнение, что это не писюхи с какахами, но стыдно признаться, запах приятный. А вот идет лампочки, Сережа говорит, эмулятор звездного неба. Это эмулятор «Звездных войн», да. То есть лампочки в темноте светятся, как будто ты на кабриолете едешь в ИСИ ночной под открытым небом. Да, а в салоне играет Богдан Титамир, и ты на рулетку жизнь свою поставил. Одел маску, как попросили. Ну, короче, тут такое дело, у Сереги день рождения. И по часовому поясу, в котором мы сейчас пребываем, оно уже наступило, несмотря на то, как что... 2 часа, как 1,5 часа уже наступило, но в Москве еще как 3 часа не наступило. Мы попали во временную петлю с Алексеем. Над Северной Сибирью мы попали во временную петлю. Ну, это такое житейское дело, на самом деле. Сергей, спасибо тебе за все. С днем рождения. Лететь на маяк было спонтанным решением. Ребят манила труднодоступность объекта. Учитывая, что на все про все у сударей было всего 2 дня, сей замысел казался безумным. А Серега одновременно спит и ест. Видите, он залипает с закрытыми глазами, жрет. А, вот что хотел сказать, тут мы летим над, не знаю где. Тут кто-то по крышке поджег кто-то. Видите, дым идет вверх, черный. Мы садимся, там за окном уже солнышко семафорит. Там буквально пару минут, и мы уже в 1500 километрах от Японии. О, сели. День рождения, Серега! Итак, дорогие друзья, мы прибыли в Южный Сахалин. В то самое время, когда по Москве мамка вам дает ремня и говорит, ты чего еще за компьютером сидишь? У нас где-то 10 дня, да, или сколько? Остров встречал отличной погодой. Из 35-градусной жары, которая тогда царила в центральном регионе России, наши друзья попали в комфортные дальневосточные плюс 20. Ну что, сейчас прокачу по Сахалину, короче. Ты зеркало почистил? Сказывалась 8-часовая разница с московским часовым поясом. Для Сахалина день только начинался, а уже жутко хотелось спать. Времени было в обрез, и прямиком с самолета судари отправились на пристань села Новиково, которая располагалась в 2 часах пути от аэропорта. А вулканы есть действующие, нет? Есть грязевой вулкан, там лечебные грязи. А лечебной грязи они насколько? Вот у нас оператор алкоголизмом болеет. Вылечит? Ну, если только Рот ему залепить, да? с момента именно, ну, если вчера заболел, а сегодня приехал, наверное... А, ну вот подходит. Он последние пару дней очень хворал. И в туалет бы еще. И в туалет связь. Туалет, наверное, цивилизованный? Ну смотря когда. Сейчас можно цивилизованно. Через полчаса уже любой подойдет. Не цивилизованный. Вот под Соловьевкой можно напрудить. Хорошо. Меня устраивает. Будет магазин- Соловьевская магазин запруда. заедем. Серега, это тихий? Тихий? Ну, да, вроде пацифика.
Silent Ocean? Лопухи огромные, тут живут люди-великаны, чтобы вытирать свои великанские попы. Да, смотри, вот лопух. Вот моя ладонь для сравнения. В него можно просто забуровиться в этот лопух прожей. И плакать от красот Тихого океана. Местные вот флоры, фауны. Я не знаю, кто из них кто. Вот это флора, вот это фауна. А этот 4 дауна. Это про нашу команду, конечно. Поначалу пейзажи за окном напоминали о среднестатистическом Подмосковье. Но все в корень поменялось, когда на горизонте показался Тихий океан. Меня зовут Евгений, представляю компанию Нива Тур. У нас будет прогулка на резиновой лодке до маяка Нивы. Маршрут займет в одну сторону до маяка где-то час 10. Там дальше посмотрим по погоде. Ну, по прогнозу все будет отлично. Не будет гроз. Ну, даже если будет гроза, единственное, мы можем больше времени просто потерять. Так, а курить на корабле? Запрещено курить, Запрещено. пить. На берегу что хотите делайте. Вам из погоды. Пей воду. Воду пей. Ну чё, судари, сударыни, с вами Итан, который не Итан, и Сережка похожий на селедку. Мы с Алексеем в составе группы из 5 человек. Ну, которые 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6. Вон наш командир корабля, вот этого огромного крейсера. Боб отправит нас в долгое путешествие по Японскому морю. Алексей. Мы не поплывем, я понял. Все До добро. свидания. Расскажете, как там потом? Морские глисты. Рыба. Крикни, эй! А что, глухая, что ли? Невоспитанная. Звучит печально. Ну, таких фотографий дома. Руль кто-то крутит. Руль крутит. Привидение. А у нас руль или штурвал? Штурвал. И хотя погода вдоль океанических побережий всегда крайне непредсказуемая, сударям повезло. Стоял полнейший штиль, а видимость была идеальной. Темные здания — это бывший поселок Сато. Здесь жили смотрители маяка, менялись, то есть одни были на маяке, вторая смена здесь. И вот они на лодках добирались до поселка, смена была у них. А сейчас тут никто не живет, да? Сейчас, да, там немного есть модификации, там окна вставили, двери, браконьеры, тут, ну, рыбачат люди. Белая штукатурка — это уже здание, здесь потом после японцев была советская погранзастава. Пограничники ну, жили, служили. Это вот, новые здания, это они строили, и смотровую башенку на Соболе. До 96-го года действовала база эта. Потом расформировали. И все, забросили. Просто посмотрите на водную гладь в этом месте. Насколько она спокойна. Это больше было похоже на озеро. Вот и он, виновник торжества. То, ради чего все и затеялось. Маяк Анива. Визитная карточка Сахалина. Он расположен на 9-метровой скале Сивучья, возле труднодоступного мыса Анива.
Гигантская заброшенная 40-метровая башня стоит здесь вот уже почти век. Установленная японцами, она перешла в свое время Советскому Союзу вместе с островом Сахалин. Маяк прекратил работать в 2006 году, так как из-за новых технологических решений в нем отпала надобность. В наши дни маяк является востребованным к посещению объектом для самых отчаянных туристов, а вопрос о его реконструкции постоянно встает на повестке дня. Короче, мы высадились на маяк этот Анива. И тут первое, что бросил в себя с глаза, тут что сразу на чайка. Меня бросил в глаза. Вы почувствовали этими глазами, носом, всеми фибрами нашего красивого мужского русского тела. Это вонь. Но... Вонь от песенка, как птичек. Из чего я делаю вывод, что нас здесь ждали. Это именно нас. Счастливым будешь, блядь. На куртку твою не попало? Мне на башку, ну Да нет. посмотри на башку, да? Чуть-чуть, да, вот, чуть-чуть где-то туда в карман. Да, дай салфетки какие-нибудь. Есть салфетки? От рук не несет. Пойдем, все. Маленькие чувачки. Вот они, по-моему, вырастают и Сережу на голову гадят. Серега, ты опасный, блядь, тип. Блядь, Сань, ты хоть все губы вытащил, блядь. Он даже когда лезет на смертельные опасные объекты, соску не вынимает. Вот они орут, потому что яйца кругом они накидали. О, они ревнуют. Вот еще, смотрите, гнездышки свитые. Ну, к краю аккуратно подходите. Лучше, может быть, ну, не надо на самый край вставать. Где-то осыпается, где-то ограждение уже в плачевном состоянии. Да, будьте аккуратны. И там будете в комнаты где-то заходить, еще что-то, может чайка там вылететь, выскочить. Там тоже контролируйте, чтобы никуда там назад не пойти в ненавидимое место. Все, вход здесь. Вот, начинается лестница винтовая. И все, и до самого верха, и нам от нее уже расходится по этажам. Так, а вниз что? Вниз там подвал, но он затопленный. Ага. Ну и завален вот так опасно, и я бы не советую туда спускаться. Наверх все там как бы безопасно. Давайте аккуратно и не задерживайтесь. Окей. Лёх! 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 Я тебя искал, я думал, ты там. Сереж, смотри, смотри. Ты смотрел туда? Да, Видел там кто? дырка. Ну, встань отсюда и посмотри, кто там. Просто Ты наклонись. меня толкнешь? Да не буду толкать! Я сейчас перепугался, когда увидел там человеческое лицо там. Да блин, Лёх. Вот так вот подойди и просто вот нагнись. Вот. Ой, блин. Я так очканул. Я сказал, Диман сейчас не смотрит. Жесть, я попал под артобстрел этих крылатых, пернатых демонов, которые фаршмачили и опустили меня с первых же шагов появления на маяке Анива. Уважаемые гости маяка Анива, построенного в 1939 году, вы находитесь на крайней точке острова Сахалин. Дальше координаты идут. Не разрушайте маяк, соблюдайте чистоту и поддерживайте порядок. Свои записи можете оставлять в судовом журнале. Судовой журнал. Пойдем осудим кого-нибудь. Пойдемте осуждать. Одна тетенька была пару десятков лет назад здесь, и вот побывала не так давно вновь на этом маяке, и она сказала, что за последние буквально несколько лет полный трэш тут все пришло, в негодность, разваливается, запущено. Она застала его лучшие годы и говорит по огромной разнице. За 10 лет буквально его спустили в шлюзы всю тему эту.
полотенчики? А, ну мелкие они прикольные. Смотри какие. Вот тут, наверное, это какой, второй этаж? Похоже на какую-то столовую. Смотри тут. Как в минерале. Столовая или что тут был? Тут, наверное, награбленные они делили. Ну как награблено? Тут лопаты, тут, видишь, огород, наверное, был, что-то раскапывали. На втором Вот этаже эта огород? бельевая веревка была, я буду звать ее бельевой веревкой. На ней они сушили свои японские портки такие, сидят. И скрыли себе животы. Вот На она, самом деле, даже опуская все вот эти мистические элементы, здесь много душ мертвых моряков, которые разбились о скалы вблизи этого мыса Сэндрич, или как он назывался, Силыч. Вот. И этот маяк собирает, генерирует, аккумулирует себе души умерших моряков. Но, мне кажется, что тут просто все застрано к чайками. Слышь, батарея Топят? не топит. Так лето сейчас отключили. Батарея не топит. На маяке они, а батарея не топит. О, легендарная жаречная. То есть здесь... Нет, это печка же была, судя по всему. О! Чего? Двойной чизбургер? Чё, кола? Что? Макаф-то слушает. Вам чего? Слышь, Серега, Говорю, где этот чмошник, которому я навалил кучу на голову? Поговорить хочешь с тобой? О, смотри, вот это тоже. Это император их. Маленький принц Джоффри. ты слышишь? Иди раз на раз, давай. Давай, самого сильного, Диман, давай, дерись. Смотри, они обычен, ты должен с ним сразиться, Сергей. Вассал. Пойдем выше попробуем. Мне кажется, можно выше еще. Ну пойдем, я тоже. О, по этой вот трубе, видите, тут заслонка. Может, тепло как шло. А, не, здесь гиря висела 280 килограмм, что ли. Она служила как часть механизма, который вращал сам фонарь. Чего? Короче, такой стереозвук тут. Это волны со всех сторон бьют эту скалу, на которой маяк располагается. И кажется, когда ты в кинотеатре сидишь, и тебе по ушам такой басы долбят. О! Ну тут вообще не варик в плане. Кепку надо держать 3 руками. Ой, здравствуй. Привет. Привет. Я просто найду. Молчи, мне тоже страшно, не ори на меня. Кошмар, ребята, там, наверное, тут еще, Диман, тут еще выше можно. Что ты? Лёг. О, какой-то ветрюга, ёперный балет. А, ну я очень млая тут был, лампочка, или как она по-научному? Сам механизм запуска. И она фигарила вот туда вот на 28 километров ее. Я просто не выхожу на эту площадку, балкончик, потому что там ну реально не слышно, что там ветрюга, но просто адский. Я, ну, не знаю, всегда так или нет, море вроде вообще спокойное. Ну, море, океан, это Тихий океан. Ну что, знаешь, по звуку не такой, что он тихий. А куда Диман залез? А, вон. Да тут, да, чувак. Вот тут вот стоя здесь, вот смотря в эти иллюминаторы, окошечки со стеклами, без стекол, дверные проемы, можно слышать, как вода бьется об здание, и происходят какие-то звуки, напоминающие отголоски прошлого, когда сидели здесь, в общем-то, японцы, значит так, на берегу Сахалина,
И что-то там не поняли, глядя вот вдаль, и такие... И это и корабль там такой идет на горизонте. Лампа сверху зажигается, ну, фара, что там, огонь. И корабль такой: о, там свет. Я типа, короче, не разобьюсь, горизонт виден. Ну и все, и проплывал спокойно. Вот, оплывал вот эти рифы, наверное. Блин, ребята, я опять на вас нарвался. Привет. Мяу. Вы зачем на меня накакали? Пару слов скажите, зачем накакал на меня? Зачем накакал на меня? Я на тебя срал, ты на меня насрал, зачем? Больной. Знаешь, в 21 веке себя так не ведут. Вот это вот маяк, сигнальный ламп, сигнальный фонарь. Фу, как воняет. Жесть. О, дилово просто вонючее. Так, где мы находимся еще раз? Мы находимся буквально на краю России, да? Южно-Сахалинск. Остров такой. Смотрите, пришел. Здесь пахнет какашкой. Мы находимся на краю Сахалина, на берегу Сахалинского моря, на мысе Чумысе. Канаверал. Мы с выпук, по-моему, называли, да? Вычпугаль. Короче, здесь очень высоко и воняет говном. Ну и также очень красивые виды. Так что на одной чаше весов говно, на другом красивый вид. Выбирайте. Если дать панорамную съемку, мы действительно хер пойми где и как мы сюда попали, остается загадкой. Еще меньше суток назад я не был в московской теплой кроватке, а сейчас я вот здесь, на краю нашей родины. России. Короче, наверху тут невозможно стоять, очень дует, пойдем исследовать, что тут еще есть. Это 9-этажное здание. Вот этой двери не было, по-моему, нет? Была, мы мимо прошли. Мы можем заглянуть туда, но у меня фонаря нет. И там может быть очень крипово. Кто тут? А реально тут пройти? Ну чё нет? О, бомжи. Да блин, тут везде ваша территория, что ли? Здравствуйте. Леха, давай контент снимать. Какой, я не знаю, я чайка. Сереж, ты дверь не закрыл. А, дует. А тут ты ходил дальше? А я забыл. Мы же это тыщем, судовой журнал. Судовой! Жорик! Судейшный! Ну тут слушай, какая-то... А, вон кабина с галюном. Вон галюн. Вот, тот самый момент, когда здесь пропала нужда нахождения смотрителя маяка, появились вот эти вот самые будки. Уж не знаю, как они по науке, все эти платы, детали. Не-не-не, знаешь, я что другое подумал? Вот смотри, задача маяка, чтобы наверху огонь горел, да? Ну, лампочка, фонарь, вот эта фара. Вот, для чего все вот эти атомные установки, батареи были нужны, чтобы просто сверху какая-то лампочка горела, понимаешь? Да, но чтобы она сама крутилась там. Не, она не крутится, это же свет. Она, короче, во все стороны через супер стекло, которое там янтарное стоит. Она свет излучает такой противотуманный, и все это все видят, понимаешь? Ну не знаю, я не видел что-то ничего. Уплывая с маяка, судари заметили одинокий силуэт человека, который стоял на берегу и махал рукой. Было решено подплыть к нему поближе, чтобы узнать, что можно было забыть в таком диком месте посреди Тихого океана. Не знаю, нам даже угостить его нечем. Батончик может дать. Чё, как сам? Покушать есть? Вы пират? Капуста? Камни. А сколько вы тут живете? Месяцев? С мая, да?
местного жителя, который живет на берегу Сахалина. Вот уже целый месяц он питается в этой палатке и живет тут, да? Я ничего не путаю? Целый месяц ты тут живешь? Больше месяца. Вот нас, кстати, он приглашал на кашу. Слушай, а можно мельком твой лагерь глянуть? Еда его. Вот это его лагерь. Вот так вот человек живет тут, как он сказал, больше месяца. Обустроился тут он. Такое вот у него обустройство. Там посадки какие-то. Или выкапки, не знаю, что это. Смотри, вот тут дыню он выращивает. Или это не дыня, это что? Ой, поролоновый буёк какой-то. Ой, господи. Как же тут тяжело устоять. Блин. А что можно здесь делать так долго? Отдыхать. Отдыхать? От мира? Ну, это, да. это правильно. А рыбу ловишь тут? Да. И как? Ну, здесь в основном, я не знаю, как называется, такая сверху синенькая, красная полоса и белая брюшка. Руками ловишь? Не пятнистая. Вон, спиннинг у меня. Спиннинг! Ничего себе, во! Слушай, держи, как-нибудь выберешься в цивилизацию. Интересно будет, глянешь, себя увидишь. Ладно, Спасибо. удачи. Давай, и тебе спасибо. А, кстати, что насчет каши? Да не, мы Нет, спешим. мы не Попробуйте заспешим. хотя бы. Меня Не, каша спасибо. взяли чайки на маяке. А. Извини. На побережье будем на машине потом поедем. Как-нибудь. На обратном пути судари высадились на мысе Мраморном, где им удалось искупаться. Затем побывали на знаменитых Голубых озерах под селом Новиково. Это, как вы понимаете, десятки и десятки километров. И все за один день без сна и отдыха. Но увиденные красоты того стоили. И вполне могли послужить мотивом для отдельных выпусков, на съемки которых времени уже не оставалось. На финальную точку маршрута, мыс Евстафия, судари отправились уже совсем без сил, о чем могут свидетельствовать подобные кадры. Даже тряска по безупречным дорогам сахалинских джунглей не могла оборвать крепкий сон Сергея. Что же, вот здесь вот в горном одиночестве судари завершает свое сегодняшнее повествование. Если кто-то еще после этого мне скажет, что быть блогером это легко, очень тяжело, хотя бы потому, что я вот не сплю уже больше 1,5 суток. Ну что, сахалиняты и сахалинцы, судари и сударыни, пришло время прощаться. К сожалению, мне придется лечь поспать, как и всем нам. А так не хотелось. Так не хотелось, 2 дня не спим, еще бы не спали бы. Лазили бы тут как сайгаки. В сиреневых цветочках. И вот глядя на вот эти вот прекрасные рифы и сиреневые маковые цветы, среди которых мы расселись, будто 2 буренки. Что ты хочешь сказать? Удалась ли наша миссия с путешествием на маяк? Если спросить кратко, стоило ли оно того? Ну, конечно, стоило. Слушай, у меня такая идея появилась, да. А если громко крикнуть, эхо будет? Ну-ка. Алёшка Чмо! Что тут еще добавить? Я вообще человек впечатлительный. Если спросить нашего оператора, он скажет: я люблю гречку, да? Ну что, Алексей, может, предложу тебе взяться за ручки, встать и уйти в закат? Это куда? На этой ноте туда? Да, пора, сударь, ставьте лайк за это невероятное усилие, которое предложили съемкам этой серии. Лучше даже не знать, через что мы прошли. Давай. Но все было ради вот этого кадра.